Слава Украине! Привет всем от Полонского. Дело в том, что деятельность Трампа, она не только вредит Украине, Европе и так далее, она вредит самим Соединенным Штатам. Сейчас я объясню, в чем тут дело и почему мы об этом вообще говорим. Дело в том, что как ни крути, Соединенные Штаты были лидером свободного мира, и, возможно, после Трампа еще будут лидерами свободного мира, мы же не знаем, вот, и являются, как ни крути, основной военной мощью в современном мире, поэтому, скажем так, негативный сценарий для Соединенных Штатов, все-таки нехорош, да? Вот. И в пятницу, 16 мая, агентство Moody's изменило рейтинг Соединенных Штатов Америки с AAA, точнее, это ААА, до АА1. Понизило, как говорится, на один уровень. Да, в 21-ступенчатой рейтинговой шкале агентства. Надо сказать, что вот эти агентства, которые выставляют рейтинги разным государствам и так далее. А что значит рейтинг? Рейтинг — это значит, насколько тебе одалживают деньги, за какие суммы, насколько ты являешься привлекательным или хорошим бизнес-партнером, будут ли к тебе заходить бизнесы, как с тобой иметь дела и так далее. То есть это вот от этих рейтингов во многом зависит то, сколько стоят деньги, значит, товары и услуги, соответственно, в этих странах. То есть это крайне важный момент. И надо сказать, что есть 3 больших агентства, которые выставляют вот эти рейтинги, и на них весь мир, все банки, все системы и ориентируются. Это Standard & Poor's, Fitch, ну и Moody's. Вот. И надо сказать, что Moody's как раз являлась последним агентством, которое держало рейтинги Соединенных Штатов Америки на уровне 3А, то есть максимальный рейтинг. Все, съехали при Трампе, заметьте, при Трампе съехал этот рейтинг. И теперь у Соединенных Штатов Америки нету рейтинга ААА или AAA ни в одном из этих агентств. Standard Poor's снизила в 2011 году, Fitch в 2023 году. И не вернули на место. Вот так вот. То есть это плохо. И это как раз результат политики этого самого Трампа. Вот давайте вспомним, о чем кричит Трамп громче всего, когда он говорит о американских деньгах. Он говорит о том, что он save money, он бережет деньги американцев, он сберегает деньги американцев. Он вот от Зеленского, например, да, который вообще приехал, обобрал всю Америку, из-за этого в Америке такие долги. Понятно, что это бред сумасшедшего, но где-то так он объясняет местной вате, что он делает. Конечно же, никакой Зеленский, никакая Украина здесь ни при чем. Причем вот то, как ведутся дела в Соединенных Штатах Америки. Причем здесь дело просто в том, что Америка уже очень многие годы живет не по доходам. То есть они тратят больше, чем они зарабатывают. Вот. И что интересно, что бюджетный дефицит тех же Соединенных Штатов Америки при Трампе вырастет. И сейчас те же самые агентства дают роста бюджетного дефицита, с которым так борется Трамп и Маск. Маск пошел там ликвидировать американские, значит, министерства, налево, направо, все поликвидировали, тех перенесли, тех оптимизировали. Бабах, а бюджетный дефицит растет. Вот так вот. Итак, ожидают бюджетный дефицит, рост бюджетного дефицита в США до 1935 года уже в 9%. А где же результат деятельности Трампа? Ничего. Причем при всем при том, что при Байдене в 2024 году был 6,4. И рост долга Соединенных Штатов Америки до 134% от ВВП. При Байдене, значит, в прошлом году был 98%. То есть, несмотря на все, что делает Трамп, а может быть благодаря этому, да, бюджетный дефицит США растет, и госдолг Америки растет. И вы знаете, если раньше вот к Америке как бы все относились, все переживали за них, да? Сейчас тоже переживают, но уже намного меньше. Все переживали как за себя, потому что лидер свободного мира, потому что лидер демократического мира. То сейчас Трамп своей перманентной войной против практически всего демократического мира, посмотрите, он нагадил Канаде, Тайваню, Мексике, Дании, кому он еще не нагадил, Германии, Румынии, просто все Австралии, которые вообще им
лучший друг была. Вот, ну, за Украину, просто молчать буду. А теперь все смотрят на это, знаете, уже как-то отстраненно говорят: а, у вас неприятности, стоп, ну вы же нам тут вот накидали гадостей. Каждому своих, и каждому, понимаете, единственное, кому он не кидал гадости, не кидал предъяв, это Путин и Ким Чен Ын. Вот этим двоих, а эти двое хорошие ребята, значит, они хорошие, да? Вот, и получается, что фактически все союзники, или как правильно назвать, бывшие союзники Америки, сейчас отстраненно смотрят на то, что происходит. И вот понижение рейтинга как раз сейчас для Трампа получился такой офигенный удар. Дело в том, что он везде рассказывает на всех перекрестках о том, как он замечательно руководит, как американская экономика расцветает, как он, значит, полетел туда, значит, на Ближний Восток, говорит, наделал сделок на 4 миллиарда, хотя там и близко 4 миллиардов нету. Ой, извините, 4 триллиона, что это я тоже начинаю заговариваться. На 4 триллиона долларов, когда посмотрели, там чуть больше, чем на триллион долларов, и то это не сделки. Это меморандумы, это, значит, они собираются вот это, то-то, то-то сделать. Они договорились, что будут заключены сделки, ну, вот как Будапештский меморандум. Могли бы, я бы лично посоветовал им действительно не в Саудовской Аравии подписывать вот эти вот меморандумы, которые он там сейчас подписал, а в Будапеште. Оно выглядело бы куда лучше, да, и так далее. То есть, смотрите, результат всех усилий Трампа на сегодняшний день просто свелся к тому, что все, что он делает, оказывает негативное влияние на американскую экономику. И, ну, вот сейчас сразу скажу, так а что же, действительно, а что же? Большей части американских обывателей, которые вот этих ватников американских, которые голосовали за Трампа, действительно все, что я сейчас сказал, не имеет для них никакого значения. Какой-то бюджетный дефицит, они люди очень простые. Да? Вот он видит стол, он говорит стол. Если стол красный, он скажет красный стол, red table, все. Вот, ну, то есть это люди вот один палка, два струна, я хозяин, вся страна, да? Вот такого вот пошиба. И, конечно же, никакие бюджетные дефициты, сложные какие-то экономические модели, они им до лампочки. Но вот эти все бюджетные дефициты и провалы в экономике в результате к чему приводят? Правильно, к повышению цен. А вот тут уже американские ватники будут выть. Потому что им наплевать на все остальное. Им наплевать на Украину, на Канаду, на все, на все, на все. Но когда он приходит в grocery store, он должен купить свой долбанный шашлык, условно, ну я условно говорю, конечно, да, или там за те же деньги, которые были раньше, а желательно дешевле, а оно будет дороже. Да, и вот тут Трамп, как говорится, уже попал. Вот. Хотя он будет еще довольно долго кормить местную вату россказнями о своем величии.